2 педали, 3 страны и 270 километров чистого восторга. Если вы хотите по-настоящему понять Боденское озеро, забудьте про автомобиль. Возьмите велосипед. Веломаршрут Бодензі-Радвек – это не просто спорт, это медитация в движении. Мы начинаем наш путь там, где Альпийский Рейн впадает в озеро, и движемся по следам истории. Вы выезжаете утром из Германии, катитесь по идеальному асфальту, мимо австрийских оперных театров и к вечеру пьете кофе на швейцарской набережной. И это все практически без подъемов, ведь дорога идет по кромке воды. Шикарное Боденское озеро. Обязательно съездите. Нет границ в привычном понимании о том, что вы уже в другом государстве. Вы догадываетесь лишь по смене цвета почтовых ящиков или по тому, какое приветствие. Guten Tag сменяется австрийским Grüß Gott или швейцарским Grüezi. Боденское озеро – это не просто водоем, это кольцо, объединяющее 3 европейских мира. Германия – пионерский дух и история. Германия занимает северный берег. Это самая оживленная часть пути, полная достопримечательностей. Город Констанц – ваша идеальная точка старта. Город, где границы со Швейцарией проходят прямо сквозь кухни жилых домов. Старый центр здесь настолько аутентичен, что кажется, будто рыцари только что покинули эти улицы. Не забудьте посмотреть на империю, гигантскую вращающуюся статую в порту. Город Мейерсбург – самый романтичный город побережья. Велосипед придется оставить внизу, чтобы подняться к старейшему замку Германии. Это город вина, солнца и невероятных видов на Альпы. Фридрихсхафен. Здесь пахнет не только озерной водой, но и небом. Это родина дирижаблей Цеппелина. Огромные сигары до сих пор парят над озером, вспоминая о золотом веке авиации. Линдау. Баварская жемчужина на острове. Въезжая сюда по дамбе, вы попадаете в один из самых красивых портов мира, охраняемый 6-метровым каменным львом. Все по-дорогому, да? Австрия. Культурный форпост. Австрийский отрезок пути самый короткий, но максимально насыщенный впечатлениями. Брегенц – столица австрийской части озера. Если вы видите огромную сюрреалистичную конструкцию прямо в воде, это озерная сцена. Каждый год здесь ставят оперы мирового масштаба. Гора Фендер. Если силы в ногах остались, поднимитесь на фуникулере. Велосипед можно взять с собой. С высоты километра все Боденское озеро кажется бирюзовой каплей, зажатой в ладонях гор. Один из самых захватывающих этапов пути лежит между австрийским Брегенцем и швейцарской границей. Здесь вы пересекаете устье Альпийского Рейна. Это место, где мощная горная река встречается с тишиной озера. Вы едете по длинным дамбам и мостам, а вдруг заповедник Рейндельта. Это птичий рай. Здесь гнездятся сотни видов пернатых. Если вы остановитесь здесь на ночевку, кемпинге, вы не забудете этот закат до конца жизни. Солнце, тонущее в озере, это настолько красиво, и это останется в вашем сердце навсегда. И Джулия, какое винишко? Чай. Кому чай? Чай. Чай, только чай. С сыром.
Такой вот берег здесь прекрасный. Нифига себе, какая шикарная велодорожка. Когда вы катите по мосту через Рейн, вы буквально находитесь в нейтральной зоне. Справа безбрежная гладь озера, слева бурлящие потоки, несущие воду с ледников Альп. Именно здесь понимаешь, что озеро — это живой организм, который постоянно дышит и обновляется. Швейцария Оазис спокойствия. Швейцарский берег – это торжество порядка, фермерских садов. И тихих гаваней. Рошар – это город с характером. В середине века он был важнейшим торговым портом, а его величие до сих пор чувствуется в архитектуре. Картхаус – самое красивое здание города. Старинное зернохранилище на набережной, сейчас там интерактивный музей. Но сам вид этого барачного гиганта на фоне воды заставляет нажать на тормоза и достать камеру. Из Рошара уходит уникальная зубчатая железная дорога в деревню Хайден. За 15 минут вы подниметесь над озером, и перед вами откроется вид, от которого захватывает дух. Рамарсхорн и Арбон. Эти города идеально подходят для тех, кто любит спокойный темп. Дорога идет вдоль яблоневых садов кантона Тургау. Здесь трасса становится шире, а людей меньше. Джулия! Ты отстаешь! Джулия! Мы уже на шину выезжаем. Я думал, это поезд едет. Штайн ам Рейн. Технически уже это берег Рейна, вытекающего из озера. Но не заехать сюда преступление. Это город с самыми красивыми расписными фасадами в мире. Рейнский водопад. Грандиозный финал или мощное начало. Самый большой водопад Европы, где мощь воды заставляет землю вибрировать под вашими колесами. Когда вы проедете эти 270 километров, Вы поймете одну важную вещь. Боденское озеро – это не про географию. Это про чувство локтя. Здесь три народа решили, что вода не должна разделять, она должна связывать. Проезжая через устье Рейна, минуя строгий Рошар и уютный Линдау, вы понимаете главное. Боденское озеро – это не три разные страны, это одна большая семья, живущая вокруг общего синего стола. Здесь каждый мост – это рукопожатие, а каждая велодорожка – путь к пониманию соседа. 10 километров до нашего дома. Наше путешествие вокруг Боденского озера подходит к концу. Вы можете объехать его за 2 дня, а можете растянуть удовольствие на неделю. Чуть не съесть. Да я посмотрел в сторону. Не упал. Что ты туда? Ой, поклажку уронил. Вот посмотрите на нее. Она может разве съесть 4 пачки?
Поехали. А что, мы будем есть картошку, а потом... Ну тогда я делаю, а ты палатку ставишь. Вот так вот заставил я палатку ставить. Останавливаясь в каждом городке. В любом случае, Будензи останется в вашем сердце, как место, где границы стерты колесами велосипеда и общей любовью к красоте.